Я очень люблю MMORPG, и вот с чего началась моя любовь. В 2009 году, когда я уже был уверенным интернет-юзер, сидел на Я.ру и имел свой сайт с доменом народ.ру, на который даже заходили люди и писали в специальном чате, где нужно было оставлять свою почту, меня начали привлекать онлайн-игры. Разумеется, лет с 6 я играл в разные приложения в ВК по типу бумажного самолетика или покемонов, флешки по типу легендарного туалета транспорта на сайтах со страшным интерфейсом, и уже в том возрасте пощупал браузерку Герои войны и денег, которая была очень и очень зависящим от доната аналогом оригинальных героев. В очередной из многочисленных дней, когда я остался дома из-за болезни и должен был ехать вместе с отцом к врачу ближе к 2 часам дня, на уровне 12 часов увидел в интернете небольшой рекламный баннер с девочкой, протягивавшей клинок к экрану и воодушевляющей надписью «Присоединяйся». Я перешел на сайт, зарегистрировался и поставил игру скачиваться перед тем, как поехал к врачу, чтобы местный установщик размером примерно в 1,5-2 гигабайта успел скачаться за 1,5 часа моего отсутствия. Вы на канале Retro Room? Готовьтесь сопереживать и прочувствовать часть моих самых ярких эмоций, связанных с MMORPG и играми в целом, ведь сейчас я расскажу вам про Настейл. Поехали! Сейчас будет еще пара фрагментов воспоминаний с того дня, когда я запустил эту игру в первый раз. И если вам не очень интересно слушать что-то касательно моей ностальгии, то я специально каждый видос делаю тайм-коды, чтобы вы могли спокойно лавировать между важными этапами в моих роликах. Так вот, в тот самый день, когда я впервые запустил игру, максимальный уровень на сервере был 47-м, и это был персонаж с ником Ангел Нека, который потом заметно уступил в скорости прокачки прокурорши, который первый взял 99-й, и Нарика, который постиг эту высоту вторым. Я много умирал, искренне наслаждался музыкой и на пути встречал очень много игроков не намного старше меня, а мне на тот момент было целых 9 лет. В тот день я играл не так много, либо мозг ребенка в 2009 году не мог воспринять такой большой информации, и уже ближе к 9 вечера, когда мама попросила меня выключить компьютер, я отчетливо помню, как ходил по комнате, пока на телевизоре был включен Jetix, по которому шел Monster Warriors, а я был уверен, что очень хорошо продвинулся за день, раз имею уже 17 уровень, и завтрашний день начну с миссии героя 18 уровня. Интересно, существует ли какое-то определение для людей вроде меня, что с трудом запоминают дни рождения даже самых близких людей, но навсегда запомнили первый день игры в Настейл? Однако, пора переходить непосредственно к обзору. Как вы уже поняли, знакомый с игрой более 15 лет человек не сможет выдать свежий взгляд и необычные для себя эмоции, но учитывая мою общую насмотренность на популярные дрочилки того времени, и тем более поскольку я достаточно дерьма повидал за время существования канала, могу мало-мальски быть объективным, как мне кажется. Сперва выдвину вполне возможно спорный для многих тезис. Настейл — это 2,5D, весьма старая, околомультяшная MMORPG с уникальными механиками, аналоги которым я не видел ни в одной игре. Играть можно через Steam или Gameforge Launcher, но если вы все же после обзора захотите распробовать этот продукт целиком и полностью, рекомендую не начинать играть через Steam, чтобы не привыкать, и чуть позднее я расскажу почему. Встречают нас в этом необычном мане-мирке прежде всего отсутствием русского языка, что уже оттолкнет многих полиглотов, однако могу уверить, что на самом популярном и густонаселенном сервере есть русская гильда, у которых есть Discord, где все расписано от и до, что касается сложного контента. Раньше у игры был русский сервер, но ввиду того, что денег в рекламу Настейла никто не вбухивал, следовательно, в нее мало донатили и играли, и русский сервер вместе со старым английским, чье название уже даже не вспомню, объединили в пару international серверов, а значит, вы встретите представителей любых европейских и даже азиатских стран, немалая часть из которых окажется поляками, немцами, чехами и испанцами. В общем, выбираем сервер Dragonvale, свободный канал, коим скорее всего окажется второй, переходим к окну создания персонажа, где мы можем выбрать пол, одну из двух причесок, цвет волос нашего покемона, а также его будущий ник.
Создаем искателя приключений мужчину и бежим показывать вам геймплей после смешного синематика, который я очень любил в детстве. Давайте сразу уточню, что до определенного уровня, а именно 55-го, новым игрокам лучше всего просто идти по квестам, благо игра будет буквально вести вас по всей цепочке и сама добивать вам уровень до необходимого, если вам вдруг не хватит смешных 5-10%. Вообще, если честно, можно всю игру идти тупо по квестам, но после отметки в 55 уровень сложность заметно возрастает, и устраивать соло-гейминг будет все еще реально, но нецелесообразно хардкорно. Вернемся к реальности низких уровней. Симпатичная кошка-девочка Мими Ментор рассказывает и показывает, каких мобов бить, как приручить первого питомца курицу и как двигаться по квестам дальше. В первые полчаса игры советую повнимательнее присматриваться к происходящему на экране, потому что со всеми неписями вы будете взаимодействовать практически всю игру, и будет полезно знать, где они находятся, потому что в игре нет автохода, автокача и прочих атрибутов современного мобильного гейминга. По достижении 15-го основного и 20-го рабочего уровня мы можем сменить профессию и стать мечником, лучником или магом. И сразу уточню, чтобы это сделать, необходимо сперва снять с персонажа все вещи. Да, в дальнейшем вы не будете вспоминать об основном рабочем уровне персонажа уже примерно после 60-го основного. Не знаю, стоит ли описывать первое энное количество квестов или уровней прокачки, потому что все происходит весьма органично и закономерно, и первое время из ключевых активностей у вас будет только бить мобов или идти по квестам. Перед тем, как я перейду к более интересным вещам, а именно опишу, чем действительно хорош и уникален Настейл, я расскажу очень важную штуку. Если вы покажете активность на этом видосе в виде просмотров, лайков и комментариев, то я запишу серию роликов с первого уровня до какого-нибудь весьма немелкого уровня без лютого задротства и абсолютно без доната, чтобы показать, как вообще выглядит игра дальше, какие есть активности и так далее. Правда, сразу уточню, что эти видео будут выходить не подряд, потому что у меня довольно много планов и идей, а также MMORPG, которые я хочу пощупать. Вообще, это огромная мечта моего детства и одна из основных причин создания этого канала, поэтому очень прошу поддержать вас мое рвение и искреннее желание. И все же, начинаю описывать особенности игры. В Настейле довольно много постоянных активностей, которыми можно заняться в течение дня, и я расскажу о тех, в которых будет смысл принимать участие, начиная даже с 20 или 30 уровня. Каждые 2 часа происходит быстрая битва, она же Instant Combat и битва Радужного Кристалла. Суть ББ в том, что вы вместе с игроками своего уровня помещаетесь на локацию и в течение 15 минут отбиваетесь от 5 волн монстров, получая награды за активность как за каждую волну, так и в случае победы. В случае с битвой Радужного Кристалла просто в течение 15 минут 2 команды игроков сражаются друг с другом и стараются удерживать контрольные точки, получая за это очки. По итогам даются специальные монеты. Любая активность в той или иной мере дает нам возможность прокачать себе репутацию или не слабо по меркам своего уровня подзаработать. Если вы смотрели мой видос по Royal Quest, то уже слышали про то, что я уделяю внимание мобам и в целом внешнему виду локаций и каких-то анимаций, и в Настейле также есть своя идентичность. Прекрасно понимаю, что говорю об этом от лица фаната, но в игре весьма необычное музыкальное оформление, разное для каждой локации, и очень крутые и весьма продуманные мобы со своими расами и классами. От овец, хомяков, гороха и лис мы пройдем через пауков, скелетов и големов прямо к роботам и одетым в тяжелую броню лягушкам. Правда, тут же замечаем вполне очевидный минус. Игра ввиду старости совсем не бесшовная, локаций много и в них можно запутаться, что также добавляется к следующему пункту. Если вы плохо знаете английский или не хотите играть большую часть времени без ру комьюнити, вам будет очень и очень сложно. Да, по игре есть очень крутой сайт на sapki.com, где есть вообще вся информация по игре от монстров и шмота до длительности эффектов и шансов дропа лута с мобов. Но, тем не менее, не всем понравится копаться в сайте или спрашивать других игроков при появлении недопониманий.
Многие игры я осуждал за то, что они неприветливы к новичкам, и данной проблемы, на мой взгляд, в игре нет. Но переступая определенную черту, тебя хоть и продолжат вести за ручку, но способы прокачки или получения денег будут гораздо менее эффективны, чем те, что общеприняты среди игроков. Самая крутая часть игры и то, что отличает Настейл от других игр, система карт специалистов. Как я уже сказал, изначально на 20 рабочем уровне мы можем выбрать один из 3 классов, и после 80 уровня откроется еще один – мастер боевых искусств. А значит, в игре есть как минимум 2 разновидности уровней – основной и рабочий. У каждого класса нет подклассов или развитий, но игрок может пройти, получить или купить карты специалиста, коих на момент записи 11 для мечников, лучников и магов. Вот так выгляжу я. Обычный лучник не самого низкого уровня, с костюмом, шапкой, скином на лук, и у меня есть весьма ограниченный набор способностей. И вот я выбираю одну из 4 фей, в нашем случае воды, и надеваю первую карту. Мой скин и скиллы меняются вместе со скоростью передвижения, уроном и автоатаками. В Настейле у каждого класса есть по 4 феи, 2 оружия, основное и вспомогательное, и, как я уже сказал, 11 карт специалиста. Каждая из этих карт использует разные феи и тип оружия, а значит и подходит для разных ситуаций. Что-то подходит для рейдов, в то время как другие карты подойдут для PvP или PvE активностей. Учитывая то, что карт специалиста, то есть SP карт, в игре огромное количество, и среди них нет универсальных, а также существует несколько карт для эндгейм активностей по типу карты тренера, рыбака и повара, в игре существует не только вертикальное развитие. Разумеется, тут есть рейды, гильдии, войны фракций ангелов и демонов, своя комиссионка и всевозможные акции от администрации, как и во многих старых играх, но я действительно люблю эту игру за разнообразие. Максимальный обычный уровень 99, рабочий 80, чемпионский плюс 90, и я могу спокойно остановиться далеко не на самой высокой отметке, например на 85-м обычном и 10-м чемпионском, и просто развиваться горизонтально. Делать ежедневные активности, когда мне удобно, качаться в соло или в группе таких же человых игроков, фармить голд на новые карты или шмотки, качать себе твинов для бафов и просто наслаждаться общением, участвуя в групповых активностях. Несмотря на весь необычный внешний вид, активности и в целом подходы к времяпрепровождению в игре, Настейл все еще остается старой MMORPG. Во многом это игра про гринд мобов и ежедневных активностей, пусть и весьма разнообразных и реиграбельных, а также про фарм или получение золота тем или иным способом, не обязательно гриндом. Донат решает, ведь персональных предметов, как WoW, в игре почти не существует, и базированным игрокам вроде меня приходится создавать еще несколько персонажей, чтобы ходить на те же рейды или быстрые битвы в несколько окон, что полностью разрешено администрацией. Именно поэтому не рекомендую создавать персонажа через Steam, потому что играя через Steam, вы можете играть одновременно только за одного персонажа. Подводя итоги, первостепенно отмечу, что я не перечислил и половины явно значимых лично для меня плюсов, которые выделяют игру на фоне остальных MMORPG, но перечислил все явные проблемы. Для меня уже больше 15 лет Настейл остается чем-то, куда я всегда могу вернуться, если мне радостно или печально, собрать гильдию спокойных игроков, которые не играют по 10 часов в сутки как психи, и приятно проводить время за общением в чате, рофлами и совместными активностями. У игры довольно низкий порог вхождения, и в ней определенно не так сложно разобраться, учитывая огромное количество англоязычных материалов на сайте и русскоязычных материалов в Discord.ru комьюнити. Также, если вы желаете попробовать вкатиться в Настейл, готов помочь вам со стартом или ответить на любые вопросы. В описании есть телеграм-канал и Discord-сервер. Обязательно оставляйте свои лайки, комментарии и подписывайтесь на канал, а если вы раньше играли в Настейл, то пишите свои ники, и уверен, что мы окажемся знакомы, либо знакомы через 1-2 человек. Вы все еще были в ретро-комнате. Удачи вам, увидимся.